Добрый день всем! Большинство людей делают шашлык из свинины, кто-то любит говядину или курицу, а вот о шашлыке из баранины с печенью и курдючным салом многие даже не слышали. Поэтому сегодня делюсь вкуснейшим шашлыком джигар-кебаб по старейшему узбекскому рецепту. И главное, мясо мы не маринуем. Берем свежую баранину, лучше всего брать вырезку или мякоть задней ноги. У такой баранины жировые прослойки тонкие и равномерные, а значит шашлык будет не сильно жирным и одновременно сочным. Чистого мяса у меня вышло чуть более 1,5 килограмма. Нарезаем мякоть ровными кусочками среднего размера. Затем режем его на маленькие кусочки примерно 5 на 5 или 4 на 5 сантиметра. Все мясо помещаем в емкость. Берем 1 столовую ложку зиры и растираем ее между ладонями. От этого она лучше раскроет свой аромат. Также берем 2 чайные ложки молотого кориандра и 2 чайные ложки сладкой паприки. Немного поперчим смесью перцев и посолим. Мясо можно перемешать. Курдючного сала я взял около 300 грамм. По желанию можно взять больше. Нарезаем его небольшими пластинками, также 5 на 5 сантиметров. Курдючное сало сделает шашлык необычайно сочным и нежным. Печень заранее очищаем от пленок. Ее, как и мясо, нарезаем кубиками. Нам необходимо, чтобы печень и мясо были в равных пропорциях, поэтому ее я взял так же, как и мясо 1,5 килограмма. Порезанные печень и сало добавляем к мясу и все хорошо перемешиваем. Никакого традиционного лука сегодня не используем. Накроем все пищевой пленкой и оставим постоять, пока не прогорят угли. Насаживаем мясо на шампур. Стараемся кусочки центровать, чтобы в дальнейшем обеспечить им равномерную прожарку по качеству и по времени. Кусочки мяса чередуем с курдючным салом и печенью. Из всего количества у меня вышло 8 шашлыков. Угли очень хорошо прогорели, но еще остались большие кусочки, поэтому их можно слегка разломать. Теперь они все одного размера, стали алыми и покрылись белым пеплом. А это значит, что температура угля очень высокая. Как всегда, смахнем пепел и раздуем угли опахалом. Выкладываем шашлык на мангал. Из-за того, что жар сильно большой, сало начинает быстро нагреваться и закипать, капая на угли. От этого появляется очаг с огнем. Но ни в коем случае не заливаем его водой, иначе мы погасим часть углей, снизив их жар. Нужно просто убрать шампуры в сторону, переворошить угли и вернуть шашлык на место. Примерно через 1-2 минуты необходимо шашлык перевернуть. Баранина мясо жирное, обжаривается очень быстро, и поэтому важно постоянно за ним следить. Перевернем шашлык другим боком и обжарим его еще 1-2 минуты. Не забываем про температуру, ее необходимо постоянно держать высокой. Как только мясо обжарилось со всех сторон, подержим его на углях еще буквально пару минут. Необходимо учесть то, что печень готовится быстрее мяса, поэтому важно шашлык не передержать, иначе он высохнет, особенно печень. Снимаем шашлык с огня. На мангале он провел не более 10 минут. Выкладываем его и даем немного отдохнуть. Снимем несколько кусочков шампура и разрежем, чтобы убедиться в их полной готовности. Каждый из них сохранил в себе сочность, стал нежным и абсолютно прожаренным изнутри. Джигар-кебаб традиционно подают со свежим луком, обилием овощей и с особым узбекским томатным соусом, идеально подходящим к баранине. Ссылку на рецепт соуса вы можете увидеть в описании. Приятного аппетита!